Путин готов объявить о победе. Экстренное заявление Москвы для Запада. Россия заявляет о скором финале. Зеленский же срочно созывает совещание на Банковой. Почему переговоры Киева и Москвы были внезапно отменены 1 февраля? Срочная переброска российской авиации. Новые истребители приблизились к границам НАТО. Помощь Беларуси. Зачистки завершены. Армия полностью подчинена. Генералы, выступавшие против наступления, устранены. Решение власти. Что происходит? Америка попытается заглушить скандал. Новый фронт. Все готово к атаке. Трамп ставит условия Ирану, Иран США. Провал ПВО НАТО. Налет на немецкую авиабазу. Срочная эвакуация европейских офицеров. Призыв к масштабным протестам и забастовка немцев. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядку», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Поддержите прямо сейчас лайком, комментарием и репостом, а я начинаю. Военные против военных. Москва наращивает присутствие у границ НАТО. Финское издание «Юлия» опубликовало спутниковые снимки, на которых видно, как Россия строит военные объекты вдоль границы Финляндии. В частности, отдан приказ восстановить давно заброшенный советский военный гарнизон в Петрозаводске. Заросшие территории уже расчищены. Туда заехала военная техника. Планируется строительство казарм для личного состава, говорится в материале. Параллельно Россия расширяет военное присутствие и в Кандалакше. Это Мурманская область, где строит базы для артиллерийской и инженерной бригад. Там, предположительно, будет базироваться около 2000 военных. На базе в Петрозаводске планируется разместить в разы больше российских солдат. Военный эксперт Марко Эклунд полагает, что модернизируемый гарнизон будет использоваться новым армейским корпусом. В 2024 году Россия сформировала 44-й армейский корпус, что на практике означает увеличение численности военных примерно на 15 тысяч солдат. Напомню, свои рубежи укрепляет и Финляндия. Власти страны расширяют строительство пограничных заграждений, включая заборы и инженерные сооружения. Прежде всего, как заявляется, на наиболее уязвимых участках. Срочная переброска авиации. Министерство обороны приняло решение. Помощь союзнику. Самолеты, способные наносить дальнобойные удары, переброшены в Беларусь. В конце января на авиабазу в Барановичах прибыла новая партия российских истребителей Су-30СМ-2. Как заявляется, один из самых мощных самолетов в арсенале РФ. Минобороны Беларуси подтверждает поставку, но не раскрывает ни количество самолетов, ни каких других деталей. С учетом предыдущих поставок речь, вероятно, идет об одном-двух истребителях. Напомню, в прошлом Россия перебросила в Беларусь 6 аналогичных истребителей. Ранее Минск получил еще 8 истребителей Су-30СМ предыдущей версии. В сумме военно-воздушные силы и войска ПВО Беларуси могут располагать более чем 15 многоцелевыми Су-30 разных модификаций. ВВС Беларуси считают поступление новой российской авиатехники праздником. Чувство ответственности, которое испытывает авиационный персонал при обслуживании такой авиационной техники, просто зашкаливает. Мы не имеем права подвести наш народ, нашу страну. Поэтому мы сделаем все, чтобы наша любимая Родина оставалась мирной и процветающей. Зачистки завершены. Армия полностью подчинена. Си Цзиньпинь окончательно замкнул вооруженные силы Китая на себе. После отставки высокопоставленного генерала Чжан Юся, давнего союзника и одного из последних тяжеловесов в военной элите, глава КНР получил фактически полный контроль над армией, пишет Wall Street Journal. В Пекине больше не осталось фигур, способных притормозить решение Си. За 3 года он убрал 6 высших генералов, которых сам же продвигал. Чжан Юся был отстранен 24 января под формальным предлогом серьезных нарушений партийной дисциплины и закона. Реальные мотивы остаются неясными, но одна из версий, пишет издание, жесткий конфликт по Тайваню. Си настаивал на военной готовности к 2027 году, Чжан отодвигал план захвата ближе к 2035. Теперь, когда вся армия в кулаке у Си, Пекин чаще будет балансировать на грани войны, говорится в материале. При этом аналитики отмечают, КНР все меньше делает ставку на лобовое вторжение и все больше на удушение без единого выстрела. По словам аналитиков, в области внешней политики и военного дела немедленное вторжение на Тайвань теперь менее вероятно. После того, как Си за последние 3 года устранил 5 из 6 высших генералов, которых сам же назначил руководить армией. По их мнению, Си переключается на кампанию, направленную на подрыв решимости Тайбэя без единого выстрела. На фоне пертурбаций в китайской армии российский генерал уже в Пекине. Бывший министр обороны РФ Шойгу встретился с министром иностранных дел КНР Ван И. Переговоры весьма своевременные, считает Шойгу. По его словам, Россия и Китай будут реагировать на попытки западных стран вбить клин в партнерство Москвы и Пекина. Таков ответ Западу.
Западники спят и видят, как внести разлад в стратегическую связку наших государств. Хотел бы еще раз отметить, Москва и Пекин не станут сидеть сложа руки и терпеть ангажированные инсинуации. Опасность для Украины. Донбасс может стать стартовой точкой нового наступления России. Сейчас территории в Донецкой области, которые подконтрольны Украине, находятся в самом сердце переговоров, пишет Нью-Йорк Таймс. И если территория перейдет в руки России, то именно оттуда начнется новый удар в случае срыва любого мирного соглашения между Киевом и Москвой, говорится в материале издания. Та часть Донецкой области, которая остается под контролем Украины, является одной из наиболее укрепленных линий фронта, поскольку оборонительные сооружения были созданы еще в 2014 году, до начала полномасштабного вторжения России. Потеря этих укреплений сделала бы Украину более уязвимой перед возможным будущим российским наступлением, по мнению некоторых аналитиков, создав для Москвы выгодные условия для нового вторжения в случае срыва мирного соглашения. Вывод ВСУ и взятие под контроль Донецкой области России без боя, а за столом переговоров покажет всему миру, кто победил, а кто проиграл. И выдать это за стратегическое поражение России или же победу Украины не удастся. Так считают аналитики, которых цитирует Нью-Йорк Таймс. При этом в материале подчеркивают, российские переговорщики уже не требуют те территории Херсонской и Запорожской областей, которые не подконтрольны сейчас российским войскам, но вписаны в Российскую Конституцию. Претензий на эти территории нет. В то же время нет и переговоров. Встреча, которая должна была состояться 1 февраля, сорвалась, но не навсегда. Ее перенесли и по непонятным причинам. Однако сразу после того, как представитель Путина Дмитриев побывал в США на переговорах с американской делегацией 31 января. На прошлой неделе Зеленский предполагал, что напряженность между Соединенными Штатами и Ираном может задержать мирные переговоры. В субботнем вечернем обращении он сказал, что украинская сторона регулярно общается с американцами и ожидает от них информации о дальнейших встречах. Он прямо не заявил, что переговоры не состоятся в воскресенье, однако дал понять, что они могли быть отложены. Тем не менее, новые даты уже определены. Зеленский дважды накануне заявил, что делегации РФ и Украины сядут за стол переговоров 4 и 5 февраля. 2 дня для обсуждения. Место встречи не изменяется. Кроме того, на Банковой заявили, в феврале стартует серьезная внешнеполитическая активность, а Зеленский срочно созывает совещание на 2 февраля. Ответ в его обращении. Уже есть договоренность о встрече. Трехсторонней встречи на надлежащем уровне. Эта встреча состоится на следующей неделе, как мы планируем, в среду и четверг, в Эмиратах, как и в прошлый раз. Только что я говорил с Рустемом Умеровым. На завтра я назначил совещание, чтобы согласовать рамки разговора и все подготовить. В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры. Российское издание ТАСС, подконтрольное Кремлю, при этом также не раскрывает деталей, почему переговоры были перенесены, однако пишет, что все было согласовано с Киевом. Даты нового раунда в середине недели обозначены по согласию сторон, сказал собеседник агентства. Несмотря на предстоящие переговоры и нерешенный вопрос территории, Путин готов объявить о победе. Военная победа уже просматривается. Москва ожидает на скорый финал. Об этом в большом интервью для западного издания Рейтер, издания ТАСС и Варгонза заявил экс-президент РФ, а сейчас зампред Совбеза РФ Медведев. Он обратился к Западу, заявив, что Европа сама себя уничтожает, работая на поражение России. Совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен. И он просматривается по целому ряду параметров. Вы отлично знаете, поскольку с ЛБС приехали, там все тоже чувствуете. Но не менее важно думать о том, что будет потом. Ведь цель победы в том, чтобы не допустить новых конфликтов. Это абсолютно очевидно. Цели СВО были заявлены изначально президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Они, практически с тех пор остаются неизменными. Там есть нюансы какие-то, но в целом они как были, так и есть. Вот, поэтому мне бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее. Авиабаза НАТО атакована. Германия публикует детали. Более 20 дронов над военным объектом Бундесвера. Один из массовых налетов за последнее время. И, внимание, без единого выстрела. Рой беспилотников зафиксирован в Нижней Саксонии. Немецкие издания пишут о тотальном провале спецслужб и ПВО. Ни один дрон не был перехвачен. Событие, о котором заговорили только сейчас, произошло буквально месяц назад, в декабре 2025-го. В Минобороны Германии факт подтвердили, но не раскрывают деталей. Почему ни один из воздушных объектов, который, как утверждают СМИ, мог быть разведдроном, не был перехвачен?
Полицейские и военные несколько часов наблюдали за происходящим, не имея возможности вмешаться. В последующие 4 дня полеты продолжались. Охрана фиксировала разные типы беспилотников, в том числе с размахом крыльев не менее 2 метров. Попытки посадить дроны с помощью системы радиоэлектронного подавления оказались безрезультатными. В то же время министр обороны Германии Писториус накануне удивил своей речью. Он говорил о защите демократии, росте угроз со стороны ультраправых и необходимости более решительных действий со стороны демократических сил. Писториус подчеркнул, что мир и демократия больше не являются чем-то само собой разумеющимся. В этом контексте он отдельно упомянул российско-украинскую войну, заявив, что она стала прямым вызовом европейской безопасности и международному порядку, а поэтому надо вооружаться. Министр отметил, что Германия должна оставаться в НАТО и продолжать поддержку Украины, даже несмотря на высокую цену такой политики. Кроме того, считают, что если ничего не делать для защиты демократии, то ничего хорошего из этого не выйдет. Для этого Писториус вспомнил о заднице. Давайте послушаем. Но есть и еще кое-что. И здесь я процитирую не Вилли Бранта, не Курта Шумахера и не Гельмута Шмидта, а Мартина Лютера. «Грустной задницей весело не пукнуть». Нам ведь не помогает, если мы постоянно ходим с опущенной головой и руками и жалуемся, как все ужасно с врагами демократии. Нет, все зависит от того, с какой страстью мы сами отстаиваем эту демократию. Военный удар неизбежен, страна вступает в войну. Еще один фронт. Мир входит в крайне опасную фазу. Самое время для удара по Ирану. Экстренное заявление из уст президента Сербии Вучича. В эфире телеканала Pink он прямо сказал, что ожидает американского удара по Ирану и другие большие вещи, которые могут резко изменить глобальную ситуацию. А причина всему – опубликованные документы по делу Эпштейна. Америка попытается заглушить скандал, отвлечь внимание. Я сейчас ожидаю в ближайшие 48 часов удара по Ирану и каких-то других больших вещей. И как бы это ни звучало глупо и бредово, как мы думали в свое время с Моникой Левински. Но после этого кого-то бомбят. Я не верю, что именно это будет причиной. Но то, что это может ускорить некоторые решения, в этом я почти уверен. Иран при этом выражает надежду на успех ядерных переговоров с США, несмотря на все угрозы. При этом Тегеран хочет, чтобы Трамп выполнил и условия Ирана. Взамен на отказ от ядерной программы США должны отменить санкции. При этом Иран готов к войне и предупреждает США. Любой выстрел спровоцирует региональную войну. Обращение к Белому дому звучит так. Американцы также должны знать, что если они начнут войну, на этот раз это будет региональная война. Сам Трамп уже ответил Хаменеи и вновь намекает, посмотрит, что будут говорить в Тегеране, если не пойдут на условия США. А почему бы ему так не говорить? Конечно, он будет так говорить. Но у нас там находятся самые большие и самые мощные корабли в мире. Совсем рядом. Пара дней. И, надеюсь, мы заключим сделку. Если мы не заключим сделку, тогда мы узнаем, был ли он прав. Американский сенатор Линдси Грэм, автор законопроекта о санкциях против России, при этом призвал народ к протестам. Говорит, время выходить и не останавливаться, а Америка поможет. Народу Ирана, продолжайте протестовать. Президент Дональд Трамп говорит, что помощь уже на подходе, и что, в отличие от предыдущих администраций, он человек, на которого можно положиться. Эскалация отношений не только между США и Ираном, но и Ираном и ЕС. Спикер иранского парламента Мохаммад Калибаф поручил запустить срочную процедуру высылки всех европейских военных атташе. Повод – признание армий стран Европейского Союза террористическими после включения корпуса стража Исламской революции в террористический список ЕС. Срочная эвакуация должна пройти в ближайшее время. Дипломатический разрыв, так как в Иране признали офицеров вооруженных сил европейских стран террористами. Ссылаясь на закон парламента о стратегических действиях, Салими заявил, что европейские армии были признаны террористическими организациями и, следовательно, их военные атташе должны быть немедленно высланы из Ирана. Теперь они террористы, и разрешение им оставаться в стране противоречит закону, добавил он, также призвав Министерство иностранных дел Ирана заняться этим вопросом. В Германии выгодно быть официально бедным. В 2025 году Германия потратила на социальные нужды около 1,5 триллиона евро, большая часть из которых ушла гражданам с низкими доходами, сообщает немецкий экономический институт в Кёльне. Автор этого анализа по просьбе Bild подсчитал пожизненный баланс налогов и полученных льгот для разных групп населения. Одинокий человек с доходом менее 2500 евро в месяц получает от государства в среднем 1 миллион евро за всю жизнь. В эту сумму входят соцвыплаты, медстраховка
страховка, пенсия и различные пособия. При этом суммарно он платит примерно 300 тысяч евро налогов и взносов, сказано в материале. Получается, чистая прибыль от государства чуть меньше 800 тысяч евро. У обеспеченных немцев все наоборот. Семья из 4 человек, в которой на одного члена приходится более 11 тысяч евро в месяц, перечисляет государству примерно 2 миллиона евро за жизнь. При этом получает от Германии услуг всего лишь на 720 тысяч евро. Государство всеобщего благосостояния, безусловно, помогает уязвимым слоям населения, но уже сейчас ложится тяжелым бременем на богатых, поэтому нет абсолютно никаких причин для дальнейшего перераспределения. Объявлена общенациональная забастовка. В ряде регионов движение общественного транспорта может быть полностью парализовано. Уже сегодня, в первый рабочий день недели, в Германии могут остановиться все автобусы, трамваи и даже метро. Забастовка охватит почти все федеральные земли. Исключением станет лишь Нижняя Саксония. В немецком профсоюзе работников сферы общественного обслуживания Верди заявляют, это предупредительный протест. Транспортники требуют, чтобы их работодатели пересмотрели условия труда. В частности, речь идет о сокращении недельной нагрузки и продолжительности смен, увеличении времени отдыха. Также бастующие требуют надбавки за работу в ночное время и по выходным. В тарифных переговорах в муниципальном общественном транспорте работодатели до сих пор почти полностью отказываются от каких-либо улучшений. Вместо того, чтобы вместе с нами обеспечивать большую надежность и качество общественного транспорта, они хотят еще больше увеличить нагрузку на наших коллег. Друзья, вновь и вновь говорю вам всем спасибо за вашу поддержку, хороших новостей, дня, недели и настроений. И до встречи уже завтра.